такая штука есть, пришивка к Инстаграму. Вот, что-то подобие Твиттера. Некая Мария запустила тред о том, что вот электрикам, сантехникам в Испании быть хорошо, и очередь расписана на года. Ну вот, по поводу электрика, сантехника. Давайте считать. Первое. Нужно разрешение на работу. Без этого в Испании нелегалам будут платить ниже минимальной ставки. То есть ниже 8 евро в час, либо ты будешь зависеть полностью от того, кто тебя с риском для многотысячного штрафа для себя возьмет на работу. То есть нелегалов тут, понятно, понимаю, что они нелегалы, их нанимают на копейки. Иначе овчинка выделка не стоит. Ну, допустим, у тебя есть разрешение на работу. Дальше. Рассматриваем профессию, которая мне близка, электрик. Да, я все-таки специалист и инженер по слаботочным сетям. Вот, допустим, для меня. Чтобы быть электриком, нужно получить лицензию. Можно работать без лицензии, но опять же за копейки и зависеть от кого-то другого, кто будет получать для тебя деньги. И трудовой контракт в Испании очень важен, потому что от этого зависит твоя банковская кредитная история, от этого зависит, работа, в конце концов, тебе нужна, чтобы арендовать жилье, трудовой контракт. То есть это не просто так вот ты работаешь в черную, и у тебя жизнь только лучше, потому что ты платишь налоги. Работая в черную, ты просто лишаешься неких ништяков, жизнь твоя становится в Испании сложнее. Значит, допускаем, что ты работаешь белую. Для белой работы электриком нужна лицензия. Лицензия – это российский диплом не подходит. Он вообще тут никому нафиг не нужен. Ты просто годы потратишь только на то, чтобы его верифицировать, амальгировать. Значит, местный диплом. Местный диплом – это значит, тебе нужно... Местный диплом – это значит, тебе нужно что делать? Нужно идти в школу местную, которая называется формасио для взрослых. А формасио для взрослых, минимальное требование – это знание испанского языка. Без испанского языка ты не можешь учиться в школе. Испанский язык, чтобы учиться, в самом минимуме это B1. То есть ты должен либо его в России или где-то выучить до уровня B1, либо ты должен его выучить в Испании. Это около каждодневного изучения, минимум полгода. Минимум это вот в самом жестком варианте. А реалистично, с учетом того, что ты все-таки взрослый человек, что ты должен делать, реалистично это год до уровня B1 ежедневных кропотливых занятий. То, что Мария написала выражение, что вот, будучи электриком, выучить испанский как нечего делать, это просто ложь. Глупая, тупая ложь. Электрики, как правило, люди с техническим складом ума. Они, знаете ли, любят ручками что-то делать. Пойти учиться на испанский язык, это нужно, во-первых, иметь опыт, практику, не опыт, а скорее привычку учиться, тем более языкам. Представь себе, вы электрик в России, вы работали там многие годы, прокладывали кабели, там, может быть, какие-то читали спецификации на русском языке, в лучшем случае на английском. И тут вам говорят, а вот теперь ты должен все то же самое делать на испанском. Да, специальную терминологию, общая логика тебе будет понятна. Но ведь работа электрика это не столько прокладывание вот этих кабелей.
это может быть 50% только. Работа электрика – это взаимодействие с клиентом, понимание, что клиенту нужно, особенно если речь идет о ремонте каких-то электрических приборов. То есть это все вещи, которые требуют достаточно беглого знания испанского языка. И в школу тебя не наймут, если ты не будешь понимать преподавателя. Более того, потребуют у тебя сертификата знания испанского языка. Ну, не набирают здесь в школу людей на профессиональные курсы с улицы, которые приходят и говорят: я говорю только на русском языке. Ну, смысл тебя держать, если ты не в состоянии коммуницировать с преподавателем и понимать его команды и отвечать на эти команды. Выучить испанский язык, электрику, специальную терминологию можно, но это 50% дела. А вот выучиться общаться с клиентом все равно не меньше года. Все равно. Потому что основа работы электрика – это понимание желаний заказчика. Если вы ставите какую-то прослойку между собой и клиентом, ну, значит, прослойка будет хотеть деньги за это. По ставке там какого-то переводчика 15 евро в час, например. Вот. Значит, начинаем сначала. Год обучения в языковой школе до уровня B1, B2. Полгода формацию. Ну хорошо, запараллелили, допустим, 14 месяцев у вас получается на то и на сё. Как-то так вы смогли. Все это время вы должны что-то есть, пить, где-то жить. Дальше. Вот прошло 14 месяцев. Вам нужно выходить работать. Значит, у вас должен быть, помимо разрешения на работу, номер социального страхования. Вы заплатите примерно 500 евро за открытие ИП, аутонома, то, что здесь называется. Можно и подешевле найти, но средняя ставка где-то от 200 до 500 евро за открытие ИП. И помните, что, открывая ИП, вы берете на себя обязанность по уплате всяких взносов. Открыли ИП. Вы же в легальном все хотите работать. И теперь самое интересное. Электрику нужно оборудование. Нужно привозить провода, нужно на чем-то привозить какие-то кабель-каналы, ну и прочее оборудование. Значит, нужна машина. Водительские права российские не проходят в Испании. Полгода, и потом ты должен получить местный испанский. Можно нарушать. Тут многие ездят, нарушают. Но штраф 500 евро. Значит, в автошколе поучиться 500 евро. Страховка на автомобиль почти вне зависимости от того, что за машина, какого года, все зависит от вашего стажа в Испании. А у вас нулевой стаж в Испании. Страховка на автомобиль больше 1000 евро, ну вот 1300 примерно. Сам автомобиль, ну такой, чтобы вот не сразу он развалился, будет стоить 3000 евро. Плюс техосмотр, что-то там в районе 40-ки, ну вот 40 евро, а может 80, я не помню, честно говоря. Ну, допустим, 80. То есть 3000 плюс 500, 3500, 3580 и страховка 1300, 4580, 4580, значит, получается больше 5, ну, допустим, с учетом какие-то поменять там химчистку, сделать 5500. Грубо так я очень. 5500 посчитал. 5500 евро это вам просто машина. Плюс вам еще нужно инструмент, все такое. Это, соответственно, еще минимум штука евро. Ну вот считайте. 6500 и 1,5 года обучения в школе, соответственно, и испанскому, и профессиональному обучению. А дальше смотрим, сколько вы можете зарабатывать.
Еще же вам нужно ИП открыть, о господи, еще 500 евро. Значит, 6 тысяч и 1,5 года. Плюс вам нужен какая-то реклама, если вы же будете работать, а не все время сидеть в Телеграме, в Фейсбуке. Значит, вам нужен какой-нибудь сайтик одностраничный, который будет вас рекламировать. Вот вы его сделали, ну пускай за, там, не знаю, 100 евро. Рекламку запускать в Инстаграме, пускай еще 50 евро ежемесячно. То все. И какой у вас выхлоп? Вы живете в Алтае. Вот от Бенедорма с десяток километров, от Кальпы с 20 километров примерно. Вы успеете, ну, может быть, к 5 клиентам приехать за день. Это в лучшем случае. У каждого из них по часу. Значит, вот у вас 250 евро в час. Но это же не каждый день. Тут есть выходные, тут есть праздники, есть, в конце концов, конкуренция. И будет выходить, что в лучшем случае в день вы зарабатываете до уплаты налогов, ну, скажем так, 150 евро. Плюс половину вы отдадите на всякие налоги, как ИПшник. 70 евро в день, 10 евро в час. Грубо. Оплачиваете из них поддержание сайта, оплачиваете из них бензин, оплачиваете из них свое питание. Подумайте, посчитайте просто, в какой срок вам окупится... еще и жилье, не забывайте, что жилье вам нужно будет платить, ну, примерно 600 евро в месяц за комнату, не квартиру, комнату. Ну, если вы вдвоем с кем-то снимаете, за 1200 можно будет квартиру снять. Это без стоимости питания. Ну ладно, загнул. За 1000 можно снять. Вот. Ну, вот считайте, хватит ли вам этих заработков 10 евро в час на то, чтобы прожить электриком. При тех ваших раскладах, затратах, которые вы понесли изначально. 6000 евро разово, ну там зато. И плюс 1,5 года жизни, это тоже, ну, не меньше 800 евро в месяц. Меньше не получится. Это уж если уж совсем макароны с хлебом есть. Ну, 800 на 8, ну, где-то 10 тысяч. То есть 15 тысяч вы потратили, я очень грубо считаю. И по 10 евро в час вы зарабатываете. Из плюсов у вас статус аутонома, ИПшника, и автомобилю, ну, примерно 20-летней давности. И стаж накапывает водителя. В следующем году страховка будет у вас меньше. Не где-то 300-400 евро. Вот. Исходите из этой математики. Максимально честная. И наверняка там есть еще какие-то другие платежи, которые я просто, поскольку я не электрик, я не учел, но они наверняка в плюсе еще есть. По поводу того, что очередь расписана на годы вперед, ну, она как расписана, так и записана. То есть вот сегодня ты записался, завтра бах, у человека отпала необходимость, он забыл тебя предупредить. И, соответственно, пригласил кого-то другого, сам починил, купил новый прибор. Ну, я не верю, чтобы здесь можно было бы электрикам или сантехникам зарабатывать существенные суммы. Где-то на поддержание штанов можно, но с учетом того, что у тебя есть кому помочь первые 2 года эти штаны поддержать. То, что Мария в примере пишет, что вот тут румыны приезжают, кого она там еще, ну, каких-то восточноевропейцев. Да, они приезжают. Но первое, во-первых, тут есть значительное румынское комьюнити в Испании.
Во-вторых, здесь есть, то есть с румынами, как у европейцев, у них меньше проблем с правом на работу. Румынский язык очень похож на испанский, это та же латинская группа, легче его изучать. И румыны практически, через 2-3 месяца могут уже понимать испанский язык. Итальянцы, я видел, прям разговаривают с испанцами без переводчика. Там чуть-чуть отличия есть, и они друг друга понимают. Ну и, ребята, все-таки европейцы, допустим, если у тебя есть европейский стаж вождения в ЕС, то ты платишь страховку такую же, как и испанцы. И водительские права не нужно делать. А это прям достаточно тысячные суммы, которые в минус идут. Так что, конечно, румыну здесь быть легче и устроиться электриком, чем россиянину. В конце концов, на румынской машине можно ездить. Купить ее там дешево там и приехать и ездить здесь. И по поводу спроса. Чем больше город, тем больше спрос, тем выше цены. Но и выше конкуренция, и выше аренда. И поэтому поезда, которые идут, допустим, из Барселоны в Манресу, они забиты людьми в грязной строительной одежде. Потому что он где-то там работает электриком, подсобником скорее. И он поработал весь день на объекте, оставил свое оборудование, вернее не его, а его прораба, бригадира, хозяина. И он в этой грязной одежде весь вечер едет 2 часа до Манреса на поезде по дешевому проездному. Приехал, поел, поспал, помолился, утром собрался и к 8 утра поехал на поезде обратно в Барселону. 2 часа в день туда-обратно, потому что дешево. А арендовать в Барселоне или в пригороде дорого, зарплаты электриков не позволяют. И помните, вы все время будете конкурировать в этом поле электрическом. Вы все время будете конкурировать не только с европейцами, но вы будете конкурировать с говорящими с детства на испанском колумбийцами, венесуэльцами, пуэрториканцами, для которых испанский язык родной и которые могут лучше продать свои услуги намного лучше, чем вы. То есть ваша клиентская база будет в основном русскоговорящие. Завершая в том, русскоговорящие, извините, во-первых, мы много сами можем сделать своими силами без помощи постороннего электрика, а во-вторых, мы же с вами еще и будем торговаться до посинения и смотреть на качество работы. И русскоязычных тут не так уж и много. Марокканцев в разы больше. Резюмируя, в деревне, как написала Мария, быть электриком совершенно бессмысленно. Потому что у тебя там 3-5 домов, спрос на твои услуги будет, хорошо, пускай в деревне там 1000 человек, что каждому из этой 1000 нужно постоянно что-то по электрике, что он готов платить сотни тысяч евро? Нет. Поэтому и большая очередь, потому что мало специалистов, потому что в этом месте просто не нужно такое количество специалистов. Быть специалистом, электриком в глухой деревне не окупается. Электрикам выгодно быть в крупном городе, где спрос на твои услуги большой, где люди все время приезжают, тратят деньги на новую недвижимость, на перестройку, то, что называется реформация в Испании. То есть, где у тебя клиентская база больше, там и выгодно быть электриком. Но там и выше конкуренция, выше стоимость жизни. Понимаете? А в деревне, в конце концов, я был застройщиком, я для себя строил дом. И когда мне нужно было сделать, допустим, большой объем работ, мне выгоднее было поехать в Краснодар, нанять готовую бригаду там, на объем получить скидку, приехать, они мне все сделают,
и уедут, и поживут это время у меня на объекте, чем брать втридорога бетонщика, допустим, где-нибудь в горячем ключе или электрика. Понятна логика? Ну, так и работает. Все, пока, подпишитесь, поставьте мне лайк.